Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Доброе утро, друзья! Никогда бы не подумал, что в Испании ночью мы будем мерзнуть. А было холодно. После дождя пришел такой холодный воздух, что мы закрыли в палатке все сетки, входы-выходы, завернулись в спальники. Ну, не сказать, что замерзли, но было свежо. Необычное ощущение после 46 градусов тепла. А сейчас надо как-то просыпаться и складывать мокрую палатку. Очень наглядно видно уровень топлива. Глядите, здесь запотело, а здесь нет. То есть бензина у нас вот до сюда полный бак. Главное, за всей суетой и сборами не забывать смотреть вокруг. Здесь такая красота. Солнышко постепенно освещает горы, но, боюсь, до нас оно доберется еще не скоро. Хотя, как посмотреть. На завтрак у нас испанские булочки из испанского супермаркета. Слоеные, вкусные. А здесь мы вчера подвесили мусор, услышали собак где-то там наверху и подумали, что надо мусор поднять повыше, чтобы не привлекать их внимание и чтобы, если что, они его тут не порвали. Машины уже поехали. Ночью, когда дождь был, гроза, ни одной машины слышно не было. Дорога спала. И как ни старайся, как ни крути, сборы в любом случае занимают от 1,5 до 2 часов. Если будешь спешить, то часа 1,5. Если не спеша, размеренно, то 2. Солнышко уже почти до нас добралось, но мы дожидаться его не стали. Свернули мокрую палатку, будем сушить где-нибудь по пути, и остается контроль уровня масла. Все уже готово, все увязано, все одеты, собраны. Как видите, мы сегодня едем в куртках. Миша даже
перчатки одел. Потому как не май месяц. Так. Масло полуровня, чуть-чуть выше половины. Можно, наверное, немножко и долить. А для доливки у меня есть новая канистрочка. Спасибо Владимиру из Германии. Где-то она там. Ох, она попутешествовала. И в Испании побывала, и во Франции. Альпин 10В40. Сделано в Германии. Мишка с Танюшкой отправляются вниз пешком. Ну а я буду выезжать мотоциклом. Для начала запуск. Ключи. Не накрыл чехлом и не закрыл заглушку подзарядки. Боюсь, что сейчас натекло. Ну нет, зарядка идет. Так, подсос, зажигание, нейтралка. Ну давай. Пока греется, вытолкаю назад. Мусор весь забрали, увязали в пластиковую бутылку. Поехали помаленьку. Обойдем вчерашнюю колючку. Если уж вчера я ее не сбил, то и сегодня не стоит. Хорошее оказалось место, довольно уютное. Так, впереди ежевика. Очень колючая и очень цеплючая. Здесь делаем разворот. Возможно, когда-то был спуск и прямо, но сейчас окончательно зарос. Ух, еще. Ова. Ну и самая сложная задача — выехать через вот эту канавку на дорогу. Я сейчас развернусь. Так, коляска зашла. Вот здесь. Отлично, мы на дороге. В путь, братцы, отправляемся в путь. А маршрут наш сегодня лежит в самый центр Франции, где нас ждет забронированный отель. Мы так подумали, прикинули все плюсы и минусы. Дело в том, что надо все зарядить, надо многое постирать, хотелось бы помыться. И во Франции нельзя ночевать в палатке. Ну, то есть, как бы можно, мы с вами об этом уже знаем, но юридически нельзя. Поэтому вчера вечером я прошерстил букинг, нашел отель за 50 евро. 49 даже, кажется. Или 47. В общем, гораздо дешевле, чем в первый раз мы искали. И туда сегодня будем доезжать. Весь мотоцикл мокрый, в каплях дождя. Мокрый вольтметр показывает зарядку. А горы продолжают восхищать. Кажется, спускаемся в какой-то город.
Городок совсем маленький, туристический. 2 десятка домов, несколько кафешек и ни одного магазина, ни одной заправки. Хотя заправка нам пока и не нужна. А что нам показывает термометр? Плюс 16. Вот почему так свежо ехать. После 46 плюс 16 это мороз. Почему-то сейчас накатило такое воспоминание, не знаю, навеяно оно запахами или окружающей природой, но нет, воспоминания из детства. У меня Рига 13-я, мопед, и я на нем еду за городом по таким проселочным дорожкам, светит солнце, запах травы, и вот настолько похоже было ощущение, но при этом насколько разные ситуации. Сколько времени прошло и сколько тысяч километров между этими состояниями. Сейчас я, пожалуй, могу сказать, что я счастлив. Состояние счастья. Вот еще одна дамба справа. На этой реке несколько водохранилищ. И очень любопытные туннели. Они не облицованы, стены не выровнены, а вот как пробили в скале, так и оставили. Только закрыли, чтобы камни не сыпались какими-то матами или сетками. Красота. А по центру водохранилища какое-то непонятное пятно. Не знаю, что это может быть. Может быть, ветер так играет, а может, водоросли какие-то или мель. Да, наверное, мель. Давайте пропустим страдальцев, что за нами едут. Чтобы не мешать им получать удовольствие от серпантинов. У нас все-таки свой темп движения, у них свой. А я не люблю, когда сзади подпирают. Постоянно хочется или ускориться,
или подвинуться. Лучше, когда едешь спокойно один. Ну, я не знаю, с такими дорогами, кажется, никаких батареек для камеры не хватит и никаких флешек. Красота такая, что камеру просто можно не выключать. Все красиво, со всех сторон. Однозначно моя рекомендация, если кто-то поедет в Испанию, трасса Н230. Посетите, не пожалеете. Какой-то серьезный туннель впереди, под такой горой. Представляете, какая масса камня сверху? Он еще и с затяжным спуском и с поворотом. Прям видно, как уходим вниз к центру земли. Я не обратил внимания на въезде, какова протяженность туннеля, но он очень длинный. О, тепленько. Мы все спускаемся и никак не спустимся. Пожалуй, эта дорога заслуженно попадет в мой топ лучших дорог. Где-то наравне с Трансфагарашем и Чуйским трактом. Я хотел бы сюда еще вернуться. И, может быть, на мотоцикле без коляски. В эти повороты было бы, ух, как здорово позакладывать. Какие уютные домики в горах. Думаю, их сдают в аренду. Фантастика. Просто игрушечные городки. Такие маленькие-маленькие домики. Маленькие человечки. А над ними огромные горы. Неплохо бы здесь сейчас найти магазин, еще на испанской стороне, купить продуктов к обеду, а еще здесь стоит заправиться. Во Франции бензин значительно дороже.
Снова проблемы с парковками. Еле нашли место. Оставляем Мишку сторожить мотоцикл, а сами идем в магазин. А вон она, парковка, под ним, оказывается. Но, судя по всему, платная. Заодно избавляемся от мусора. Да, с парковкой мы просто не сообразили. Можно было вниз заехать. Какие рыбы забавные. Креветки, кальмары, чего только нет. Обалдеть. Затарились продуктами, соками, бич-пакетами. В общем, на целый день еды. Сейчас увязываемся и едем. Заметно потеплело. Я уже снял куртку. Ну и сейчас неплохо бы еще заправочку найти. И мы будем вообще полностью сэкипированы. Туристы сидят в кафешках, разглядывают чудо чудное, диво дивное. Мотоцикл Honda с коляской. Такая своеобразная испанская Швейцария. Я уже, кажется, полностью исчерпал свой запас восторженных восклицаний. Это восхитительно, непередаваемо, это эпично, это фантастично. Это очень крутые горы. Не в том плане, что крутые. Дорога как раз такая спокойная, расслабляющая, умиротворяющая. Дом сгорел. Посигналил случайно. У меня какой-то переизбыток горного воздуха. А может, уже дефицит кислорода, не знаю. На въезде в очередной городок стоит полиция. Что-то случилось, что ли, конусами там все выгородили. Контроль. Обратите внимание на левую обочину. Нива. И еще один игрушечный городок. Просто игрушечный, по-другому не назовешь. Едем медленно, внимание направо. Обалдеть. Какая красота. Я понимаю, почему сюда едут туристы.
поселиться и просто гулять несколько дней по окрестностям, медленно-медленно, наслаждаясь каждым кадром, каждым эпизодом, каждым мгновением. До Тулузы 146 километров. И нашлась все-таки заправочка. Залил бак до полного. Вошло, правда, немного, около 5 литров. Но зато мы будем знать, у нас полный бак дешевого испанского бензина. Велодальнобойщики с прицепом. С горки, конечно, здорово, но каково наверх? Опачки! Франция! Мы с вами только что внезапно и неожиданно оказались во Франции.